Иногда случается тяжелая ситуация, и мы говорим в буддизме, что это составляющая этого момента. В буддизме говорится, и здравый смысл мне это подсказывал много раз еще до того, как я понял буддизм, что вы просто должны через это пройти. Перестаньте смотреть в прошлое, с обвинением жалуясь, почему это произошло, и скажите, что я буду с этим делать. И классическая история, которой я собираюсь вас снова мучить, это старое сравнение о грузовике с навозом. Я упоминал об этом во вчерашней лекции, о метафоре с грузовиком с навозом. Или давайте назовем все своими именами. Собственно, это и есть название американской версии моей книги, которую сегодня кто-то снова принес мне на автограф. Я хотел назвать ее «Кто заказал этот грузовик с дерьмом?». Но в Соединенных Штатах так нельзя говорить. Не знаю почему. Но я так говорю и часто произношу это слово, потому что оно используется и дома, и на работе. Так что метафора с грузовиком с дерьмом — это когда вы, например, возвращаетесь домой, скажем, отсюда, после хорошей лекции, или из ресторана, или просто у вас был удачный день на работе. Возвращаетесь домой и обнаруживаете, что кто-то скинул перед вашей передней дверью целый грузовик дерьма. И в этом сравнении нужно понимать две важные вещи. Первое, что вы его не заказывали. Это не ваша вина. А второе, что никто, ни ваши соседи или кто-то еще, никто не видел, как подъезжал грузовик. Поэтому не знают, из какой он организации. Так что некому позвонить и попросить убрать это все. Деваться некуда. Это 2 пункта относительно грузовика-навоза. Вы его не заказывали, но вынуждены с этим мириться. Итак, в этой истории есть 2 вещи, которые человек может сделать с этим грузовиком навоза. Первое — собрать навоз себе в сумку, в карманы, засунуть его под рубашку, под юбку и носить с собой. И вы можете заметить, что те, кто следует подобной стратегии и носит с собой дерьмо, часто теряют много друзей. Вы тогда не слишком популярны, и эта метафора означает, что иногда, когда с вами случаются невзгоды и травмы, и вы их носите с собой, вы наполняетесь негативом, вы злитесь и погружаетесь в горе. Я достаточно прямолинейно вам это говорю. Вы и дальше жалуетесь. «Какой я бедный! Вот что произошло. Да, вы пережили ужасные вещи, да, мы это понимаем, но если вы и дальше будете носиться с этим негативом, какой я бедный, почему это произошло, будете злиться, раздражаться, будете полны недовольства. Очевидно, даже ваши лучшие друзья через некоторое время не захотят проводить с вами время. Никто не любит находиться вблизи негативно настроенных людей. Это естественно. Даже самым хорошим людям со временем это надоедает. Однако есть еще кое-что, что вы можете сделать с навозом, с дерьмом. И да, это тяжелая работа. Прикопайте его в садике у себя во дворе. Если нет сада, у нас в Джиджегенапе есть хороший монастырь, или даже здесь, в Серпентине, есть хороший монастырь. Всегда можно позаниматься садоводством, так что если появляется навоз, приносите его сюда, пожалуйста. Собственно, мы только что заказали целый грузовик навоза для монастыря Бадхиньяна. У нас там есть монах, который специализируется на компосте. И нам пришлось найти ему большой грузовик с навозом. Собственно, он его заказывал для нашей компостной вечеринки в монастыре Бадхиньяна в Серпентине. Это просто замечательно. Но это действительно трудная работа, и было довольно тяжело разгружать его с трейлера, а потом со временем копать и прикапывать. Но со временем вы увидите, что если прикопать навоз в вашем саду, то ваши манго, яблоки, бананы, папайи, какие бы там у вас ни были фрукты, их будет в изобилии. И таких фруктов у вас будет не просто много, они еще будут сладкими и вкусными. Из-за чего? Из-за навоза. И их будет действительно много.
Это важная составляющая метафоры. Вы их сможете раздать друзьям, прийти и дать их монахам и монахиням, и всем остальным. Раздать на благотворительность, ведь их так много, и они такие вкусные. Что имеется в виду? Когда вы прикапываете свою травму и беду, сложности своей жизни, вместо того, чтобы жаловаться, злиться и отчаиваться, вместо того, чтобы носить их с собой, вы, собственно, растете в окружении чудесной мудрости, доброты и сочувствия. И это не только ради вас. Вы ведь не сами едите эти фрукты. Вы даете их партнеру, семье, друзьям, многим людям. И в этом вся прелесть выращивания сада. Он не только для вас. Остальные люди тоже могут наслаждаться вашими фруктами. А если в этом саду у вас есть еще и цветы, Боже милый, они такие ароматные и красивые. Возможно, что прохожие и не смогут увидеть эти цветы, но уж точно они ощутят их аромат. Вот что происходит, когда вы прикапываете сложные моменты своей жизни и становитесь прекрасным человеком, мудрым и сострадательным. Другие люди, проходящие мимо, наслаждаются этим ароматом. Это ведь то, что вы вырастили. С прекрасными мудрыми людьми отлично быть вместе, приятно на них смотреть. Ведь то, что они культивировали у себя в саду, к удовольствию нам всем. Поэтому, согласно этой метафоре, когда у нас сложности, они являются теми составляющими, с которыми нам нужно поработать. А относительно самого буддизма, наш кармический закон утверждает, что какими бы ни были эти составляющие, мы всегда можем что-то с ними сделать. Вот дерьмо — одно из наихудших составляющих. Но есть и многие другие составляющие, появляющиеся у нас в жизни. Иногда это может быть богатство, иногда бедность, иногда это успешные отношения, иногда боль разлуки, вас или бросают, оставляют, или кто-то умирает. Это составляющие нашей жизни. И действительно, дело в том, что мы делаем с этими составляющими. Из них произрастает наш сад. И отлично то, что вы можете сделать что угодно с любыми составляющими. И кармический закон утверждает, что это ваша ответственность — работать с доступными вам составляющими. Иногда тому, что получаем грузовик навоза, есть причина, но иногда это просто случается, мы его не заказывали. Именно поэтому я говорю, что это не наша вина. Иногда нельзя сказать, что это из-за нашей кармы. Так просто случилось, хорошо? Должны с этим мириться. Мы не можем выяснить, за что, но точно можем начать вкапывать навоз в наш сад. Это означает, что сразу же во время травм, трагедий и любого негативного времени в нашей жизни не стоит тратить время на этот негатив. Нам нужно достать нашу тачку, лопату и начать копать. И прикапывать не так уж и трудно. Нам нужно поощрение других, но другие за нас тачку не будут катить. Они могут только ободрять нас с обочины, они могут рассказать, как они раскапывали собственный навоз, и это будет нас поощрять. Да, это сработает. Они могут объяснить нам, как это нужно делать, и это даст нам стимул взяться и сделать. И когда мы начнем это делать, мы увидим отличные результаты. И после этого мы совершенно искренне поблагодарим. Спасибо за навоз, спасибо за травму, спасибо за трагедию. Без них у меня не было бы такого замечательного сада. И так мы находим значение этих сложных ситуаций в нашей жизни. Ведь когда они происходят, мы всегда говорим: «За что? Каков в этом смысл? Почему я должен страдать? Почему я? Почему это происходит?» Как только у вас появится сад, вы поймете, почему это происходит.